Медведев выдвигает требования Украине, в США разрабатывают стратегию нанесения превентивных ударов по другому государству, а американские базы в Европе атакованы. Как это возможно? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Переговоры уже дважды сорваны. Как Киев и Москва меняют свои планы и почему на Западе говорят о новом ударе России орешником. Фантастический год и потрясение в течение 2 дней после инаугурации Трампа. В Венгрии озвучили неожиданный прогноз на 2025 год. Американцы в Европе под пристальным вниманием. В США признали проблемы на своих главных базах в Германии. Что происходит? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия и Украина не отказались от взаимных ударов по энергетическим объектам и НПЗ. Последняя российская массированная атака по Украине произошла фактически через месяц после того, как Москва и Киев во второй раз с лета прервали переговоры о прекращении ударов по энергоинфраструктуре. Об этом пишет Financial Times. Издание напоминает, что изначально при посредничестве Катара переговоры практически дошли до заключения соглашения. Но Украина начала спецоперацию в Курской области, и процесс был прерван. Спустя некоторое время предварительные переговоры были возобновлены, но они вновь были сорваны из-за реакции Москвы на удары ВСУ ракетами «Атакамс» по России. Теперь же в планах Кремля новый удар орешником. Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США пишет о возможном ударе 14 или 15 декабря. Россия хочет использовать это оружие для запугивания Украины и ее союзников, отметил он, добавив, что орешник не является переломным моментом на поле боя. Но на самом деле Россия, вероятно, обладает лишь несколькими такими экспериментальными ракетами, и эта ракета несет боеголовку меньшего размера по сравнению с другими ракетами, которые Россия регулярно запускает по Украине, добавил он. Медведев на фоне заявлений Путина о готовности к переговорам угрожает уничтожить и стереть с карты мира Украину. В своей авторской статье заместитель председателя Совбеза РФ уже в традиционной для него манере упоминает неких демонов политического украинства, которых должны изгнать украинцы. Помимо этого, Медведев в агрессивной форме пишет, что у Украины сейчас есть лишь 2 выбора – быть с Россией, либо исчезнуть, мол, надо выбирать. Если же так называемая Украина продолжит следовать агрессивным русофобским курсам, она навсегда исчезнет с карты мира так же, как испарился когда-то марионеточный субъект Маньчжоу-го, искусственно созданный милитаристской Японией в качестве прокси-силы на территории Китая. Украина давно определила свой курс. В феврале 2019 года, напомню, Верховная Рада закрепила в Конституции страны курс на полноправное членство в ЕС и НАТО. Кроме того, еще в 2022 году, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Зеленский призвал россиян учить слова «репарации» и «контрибуции», потому что России придется за свой счет восстанавливать разрушенную украинскую инфраструктуру. Кроме того, украинский президент тогда заявил, что россиянам-безбожникам надо помнить, далее цитата, «когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться». Венгерский премьер Орбан надеется, что Украина и РФ все-таки заключат рождественское перемирие. В очередном интервью Орбан заявил, что Киев якобы не принял его предложение как о прекращении огня, так и о масштабном обмене пленными на время рождественских праздников. Когда же интервьюер напомнил Орбану, что Украина такого предложения от него не получала, венгерский премьер проигнорировал вопрос и заявил, что Будапешт сделал все возможное. Орбан считает, что следующий год будет фантастическим, и начнется эта фантастика после 20 января с приходом Трампа в овальный кабинет. Сейчас мы находимся в опасном периоде, потому что у Америки есть новый президент, но он вступит в должность только 20 января. В Германии правительство рухнуло, во Франции правительство развалилось, а в Сирии, которая была крупнейшей страной-источником миграции за последние десятилетия, сложилась хаотическая ситуация. Там тоже правительство распалось. Так что сейчас мы переживаем трудный период.
как на бурном участке реки или моря, который нужно проплыть, но затем нас ожидают более спокойные воды. Потому что как только американский президент вступит в должность, тот поворот, о котором я говорю, и который произойдет во всем западном мире, развернется у нас на глазах. И ждать этого нужно всего 1-2 дня после 20 числа, потому что, как я вижу, новая администрация в Америке начнет действовать стремительно. Орбан намекает, что кардинальные изменения и перемены коснутся и Европы. В самой Европе до конца, я думаю, что и Трамп до конца еще сам не знает, какой будет политика его будущей администрации в части сотрудничества в сфере безопасности с Европой. И, возможно, так будет, что действительно самой Европе придется быть более решительной и более самостоятельной в принятии тех или иных решений. И поскольку есть вот эта переходность, да, Орбан пытается, да, вот тоже как-то на этом набирать очки и набирать баллы. На одного гостя меньше. Трамп, вероятно, получил отказ и не сможет увидеть на своей инаугурации лидера Китая Си Цзиньпина. О том, что он не приедет на такое событие, накануне сообщил телеканал CBS News. По данным медиа, Трамп изначально лично пригласил товарища Си и ожидал его приезда 20 января. CBS News сообщает, что вместо лидера КНР на инаугурации ожидают посла Китая в США и его супругу. Это стандартная практика. Кроме того, вероятно, приедут и другие официальные лица из Пекина. CBS News не уточняет, в чем причина такого поведения Си Цзиньпина и почему он решил проигнорировать важное для Трампа событие. Журналисты лишь уточняют, что получили информацию от своих источников, а вот посольство Китая в Вашингтоне и команда Трампа отказались от комментариев на эту тему. США могут нанести превентивные авиаудары по Ирану, в частности по тем объектам, которые помогут остановить ядерную программу Тегерана. При этом в Вашингтоне хотят сделать все так, чтобы не разжечь новую войну, особенно с участием армии США. О планах Вашингтона на Ближнем Востоке пишет Wall Street Journal и уточняет, что такие события возможны после того, как в Белый дом зайдет администрация Трампа. Команда Трампа сейчас просчитывает все риски. В окружении республиканцы говорят о том, что экономического давления недостаточно для сдерживания Тегерана, поэтому возможен переход к военным действиям. По данным издания, Трамп провел переговоры с премьером Израиля Нетаньяху и заявил, что очень обеспокоен тем, что Иран может создать свое ядерное оружие, и такой прорыв может произойти во время президентства Трампа. У Ирана достаточно высокообогащенного урана, чтобы создать 4 ядерные бомбы, что делает его единственной страной без ядерного оружия, производящей расщепляющий материал обогащения до 60% уровня близкого к оружейному. Для превращения этого запаса в ядерное топливо оружейного качества потребуется всего несколько дней. Американская база «Рамштайн» в Германии оказалась под наблюдением. Немецкие издания пишут, что над этой стратегически важной и закрытой территорией были зафиксированы неизвестные дроны. Также БПЛА замечали над объектами концерна Rheinmetall и химической компании BASF. Вероятно, что речь идет о шпионских беспилотниках, уточняет Шпигель. Издание пишет, что данное событие вызывает обеспокоенность у служб безопасности, однако, судя по всему, эффективных контрмер не существует. К тому же речь не идет об одном случайном дроне. Немецкие СМИ сообщают о большом сборе информации на территории американских баз. При этом обнаружить оператора дронов не удалось. В армии США заявили, что владеют информацией о подозрительных полетах БПЛА. В начале декабря было зафиксировано несколько случаев появления небольших беспилотных летательных аппаратов в районе и над авиабазой «Рамштайн». Они не повлияли на жителей базы, ее инфраструктуру и военное оборудование, сообщила представитель базы. По ее словам, по этому поводу ведется тесное взаимодействие с немецкими властями.
Ученые с помощью специального гаджета изучили настроение и желания собак. В эксперименте специалистов из Калифорнийского университета приняли участие 150 собак. Они пользовались специальной платформой с кнопками, с голосовыми сигналами для обозначения действий и потребностей. Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, говорят о том, что собаки осознанно нажимают кнопки, чтобы сообщить о своих желаниях. Например, кнопки со словами «улица», «угощение», «играть» и «туалет» стали самыми популярными. При этом собаки не копируют действия людей. Например, домашние любимцы крайне редко нажимали на кнопку «Я люблю тебя», даже несмотря на то, что это делали их владельцы. Thank you, baby. Исследователи планируют выяснить, смогут ли собаки использовать кнопки для выражения более сложных идей, например, рассказывать о прошлых событиях или планах на будущее. Такой прорыв может коренным образом изменить представление об интеллекте и способности животных к общению. Евросоюз намерен ввести новые санкции против представителей режима Лукашенко. Источники «Радио Свобода» в Брюсселе пишут о намерении Евросоюза включить в санкционный список еще 26 физических и 2 юридических лица. Решение может быть принято уже 16 декабря, а основанием для введения новых санкций является ситуация в Беларуси и участие Беларуси в российской агрессии против Украины. Это была цитата. Издание напоминает, что предыдущий пакет санкций против Беларуси ЕС ввел в июне этого года. Тогда ограничения касались торговли, услуг, транспорта и предотвращения обхода уже существующих санкций. Очередные запреты для трудовых мигрантов в России. На этот раз ограничения добрались до Сахалина. Там иностранцам запретят работать в домашних хозяйствах. Кроме того, власти расширили до 24 количество сфер, где мигрантам будет запрещено работать по патентам, пишет радио Азадлик. В РФ говорят, что подобные запреты сократят число неквалифицированных иностранных работников на Сахалине и помогут тем самым якобы создать благоприятные условия для трудоустройства сахалинцев и курильчан. Известно, что в регионе ранее уже вводили запреты на работу для мигрантов. Их не берут на производство хлеба, не разрешают заниматься розничной торговлей продуктами, работать в охранных предприятиях, такси, ресторанах и доставке. После теракта в московском концертном зале Крокус Сити Холл, организаторами которого власти России назвали нескольких граждан Таджикистана, в России резко ужесточили политику по отношению к иностранцам и трудовым мигрантам. Их перестают допускать к работе во многих сферах, а также принимают законодательные меры, усложняющие их пребывание в РФ и трудоустройство. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.